Аудиоинтерфейс, ну или внешняя звуковая карта для работы со стримами. Уж сколько было сказано на эту тему вещей, сколько было изобретено различных костылей, чтобы заставить все это дело на стримах работать максимально удобно и максимально комфортно для стримера. И хорошие новости заключаются в том, что тенденция последнего времени, а именно засилье огромное количество аудиоинтерфейсов и микшерных пультов, созданных специально для стримов, говорит нам о том, что производители, особенно большие производители, наконец-таки стали понимать, что именно нужно их пользователю. Например, сегодня мы с вами рассмотрим вот такие устройства. Это M-Audio, M-Game. Это одновременно и микшерные пульты, и внешние аудиоинтерфейсы, созданные для работы со стримами. Есть младшая модель в линейке, есть старшая модель. Старшая отличается очень интересной фишкой, о которой мы также в ролике обязательно с вами более подробно поговорим. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Новенькая линейка устройств от M-Game создана для того, чтобы воплотить в жизнь самые невероятные стримерские желания. Ну ладно, друзья, давайте общаться на нормальном языке. Я отключаю внутреннего маркетолога и говорю только по делу. Прежде всего, это многоканальные внешние аудиоинтерфейсы. В частности, сюда можно подключить микрофон, причем в различных конфигурациях. Динамические конденсаторные микрофоны в XLR подключение, например, как мы сейчас работаем, подаем фантомное питание, и у меня работает конденсаторная петличка. Так вот, сюда также можно подключить и гарнитуры в 3.5 разъем для гарнитуры, если вы стримите вот с подобным устройством. Далее у нас есть линейный вход. Сюда можно подключить, например, смартфон, с которого можно ставить фоновую музыку, ну или любое другое линейное устройство, если вам в трансляции это необходимо. Имеется оптический вход, и это по достоинству оценят стримеры, которые стримят с консоли. То есть ваш сетап будет примерно таков. Звук вы будете брать по оптике, он будет заходить в эту коробочку, а видео все так же с помощью карты захвата вы будете брать к себе в стрим-машину. Достаточно интересный вариант, который здесь предусмотрен. Если обращать свое внимание на разъемы по выходу, то это 3.5 джек для подключения наушников, который также будет работать совместно с разъемом под гарнитуру, если у вас одновременно и наушники, и микрофон. Ну и разъем 3.5 для подключения активных колонок. Да, я бы мог сейчас включить снова своего звукорежиссера внутреннего и сказать, что здесь не хватает полноразмерных разъемов, но, друзья, давайте будем честны. Здесь они, наверное, не так сильно нужны, потому что стримеры не так часто пользуются подобными устройствами. Чаще всего стримера вы можете видеть исключительно в своих наушниках. Как я сказал, помимо функций аудиоинтерфейса, наши сегодняшние устройства работают и как микшерные пульты. То есть мы можем брать сигналы, которые приходят в эти коробочки, смешивать их в единый стримерский микс и этот звук отправлять уже к нам на трансляцию. Для этого можно пользоваться достаточно удобным управлением, которое вынесено на корпус. Давайте посмотрим на фейдеры. Например, этот канал у нас будет отвечать за все то, что происходит в вашей игре, которую вы стримите. Этот канал отвечает за голосовой чат. Например, сюда можно завести ваших сопартийцев из Дискорда. Этот канал будет отвечать за происходящее на сэмплере. То есть, если вы хотите как-то разбавить вашу трансляцию сэмплами, загруженными сюда, они будут приходить именно на этот фейдер. Ну и последний канал отведен, грубо говоря, под системные звуки. Опять же, все эти каналы вы можете использовать под свои собственные нужды, но вот штатно они размечены именно следующим образом. Ну и, конечно же, не стоит забывать про то, что для нашего микрофона, для микрофона ведущего имеется отдельный фейдер, который я сейчас не буду трогать по понятным причинам, потому что запись у нас идет полным ходом. На этом устройстве все точно так же. Есть фейдер для основного звука с микрофона и набор фейдеров для остальных каналов. Раз уж у нас зашла речь, то давайте ненадолго остановимся на управлении сегодняшними устройствами. Итак, лицевая панель. Здесь мы видим огромную ручку, которая будет отвечать за громкость того сигнала, который у нас пойдет, ну, например, на наушники или на главное усиление. Под регулятором управления микрофонным сигналом у нас есть две кнопки. Первая отвечает за мьют, то есть мы в любой момент можем нажать на эту кнопку и перекрыть весь звук, идущий с вашего микрофона. Например, если вам экстренно нужно поскрипеть креслом, ну или отойти куда-то во время стрима. И вторая кнопка — это запикивание. Если вам нужно запикать что-нибудь, вы сами понимаете, что обычно запикивают.
Штатно здесь назначен очень неприятный звук, но опять же всегда есть возможность через специальную контрольную панель этот звук заменить на что-нибудь свое. Так что у вас открыты все пути для любых экспериментов на этом поле. У каждого канала, которыми мы набираем основной микс, имеется по кнопке Mute, которыми можно пользоваться так же, как и этим мьютом, чтобы быстро одним нажатием кнопки полностью перекрывать весь звук, который у нас пойдет на прямую трансляцию. Дополнительные кнопки у нас расположились здесь. Очень интересно, что это сэмплер, причем сэмплер есть на 2 слоя. Первый, второй, третий звук. И мы можем перейти на слой номер 2 с помощью кнопки Sample Bank и получить доступ, так как назовем, к 4, 5 и 6 звуку. Все эти звуки на эти кнопки и на эти слои программируются также на контрольной панели. Мы с вами все это посмотрим чуть-чуть попозже. VoiceFX — это обработка для голоса. Опять же, это процессор эффектов, который активируется просто нажатием на эту самую кнопку. Давайте ради интереса я на нее нажму и что-нибудь поговорю. Но, опять же, более подробнее все это мы с вами послушаем ближе к концу ролика. Если сравнивать лицевые панели тут и там, мы имеем регулятор бесконечный, тогда как здесь он имеет явный упор в конечном значении. Для чего это сделано? Все потому, что эта ручка регулирует не только громкость сигнала на ваши наушники или на ваши колонки, но и вариацию эффекта. С помощью нее мы с вами можем менять. Нажимаем эту кнопку и, вращая ручку, мы меняем звучание эффекта. По процессорам также были изменения. Здесь у нас всего один FX-процессор. Здесь у нас имеется сразу 2 отсека под FX. Тоже можно пользоваться. И расширенные сэмплы. Тут также 2 банка, но при этом в каждом банке у нас находится по 5 различных звучаний. Напомню, что здесь всего по 3 сэмпла мы можем программировать на каждый из 2 банков. Важной частью управления является и контрольная панель для компьютера. Давайте откроем ее и пройдемся по самым интересным местам. В первую очередь это основное окно. Именно сюда выводится вся информация по нашему устройству, и достаточно удобно держать его развернутым во время стрима, чтобы всегда иметь представление о том, что сейчас происходит со звуком. Основные настройки располагаются слева в виде вкладок. Зайдем на первую, и здесь мое внимание сразу остановилось на текстовом помощнике по настройке микрофона. Здорово, что здесь ему нашлось место. Следуем всем инструкциям на экране и получаем грамотно настроенное усиление для вашего микрофона. А вот тут очень интересный момент. По сути, внутренний тракт этого устройства выстроен по образу и подобию тракта обычного микшерного пульта. То есть рядом с микрофонным входом у нас есть предварительное усиление, вот эта небольшая ручка, на которой написано Gain, до 59 дБ, что на самом деле очень большое значение. И есть усиление выхода. Все то же самое, что есть и на полноразмерном микшерном пульте. Причем здесь мы с вами видим индикацию, она привязана исключительно на усиление выхода и не имеет ничего общего, казалось бы, с входным усилением. Теперь давайте вернемся в контрольную панель. Все в тех же настройках мы можем отыскать кнопку со значком микрофона, нажав на которую мы заставим индикацию отображать происходящее на предварительном усилителе. Учитывая, что такая вещь, как перегрузка, может произойти уже на этапе входа, в аудиоинтерфейсе это максимально полезная и наглядная в работе функция. Помимо основного усиления у нас есть дополнительный цифровой буст, дающий 24 дБ в максимальном положении. Крайне удобное решение, по сути, делающее цифровое усиление из аудиоредактора в реальном времени. Голос можно проэквализировать трехполосной параметрикой, добавить глубины вашему голосу или, наоборот, сделать микрофон менее гулким и более читаемым на средних частотах. Ненужный низ можно смело обрубить фильтром высоких частот. Я рекомендую выставлять его где-то на 100 Гц и далее подстраивать детально под свой голос. Динамическая обработка, и здесь мы найдем сразу 3 устройства. Компрессор, который позволяет вашему голосу звучать более плотно и радийно, деэссор, срезающий чрезмерно свистящие «с» и «з», особенно если они очень акцентированы в вашей речи, и гейт, который, подобно воротам, будет не пускать звук с вашего микрофона в эфир, пока вы в него не говорите. Обработка работает буквально на одной ручке, так что с настройкой справится даже новичок в этом деле. В этом окне мы можем набрать группу каналов для глобального мьюта, чтобы при нажатии кнопки замьютить все, у нас исчезал не весь звук, а, например, оставался звучать канал стрим. Здесь же можно изменить звук для кнопки запикивания, в том числе добавив свой собственный
собственный аудиофайл. До остальных настроек в этом окне мы доберемся чуть позже, уж больно они интересны, поэтому оставлю их на самое сладкое. Вторая вкладка позволяет нам работать с маршрутизацией. Она здесь действительно развитая, с большим количеством доступных каналов на выход, в которые мы можем собирать независимые миксы. Свой звук будет у вас в наушниках, у ваших зрителей на трансляции и даже у ваших соведущих, слушающих вас в голосовом чате Дискорда. Следующая вкладка отвечает за работу сэмплера. Имеется уже собранный банк заводских звуков, которые можно назначить на кнопке сэмплера, задавать им режим звучания и даже редактировать их во внутреннем редакторе сэмплов. Здесь же можно перейти на второй слой и проделать все то же самое для второго слоя. Стоит ли говорить, что помимо заводских вы всегда можете закачать и свои собственные звуки. Это могут быть красиво оформленные аудиозаставки для рубрик внутри вашего стрима или все та же фоновая музыка, которую таким образом можно будет запускать нажатием всего одной кнопки на M-Game. Эффекты. Если в первой вкладке мы имели дело со стандартным набором обработки, то здесь расположились специальные эффекты. Поместить себя в центр громадного концертного зала или заставить звучать свой голос как из телефонной трубки можно с помощью здешнего процессора. Есть набор эффектов, заранее собранный в пресеты. Также можно создавать и сохранять свои собственные звучания, смешивая их в различных пропорциях и вариациях. Искажение, он же distortion, различные модуляционные эффекты, а также реверберация и эффекты задержки. Интересно и то, что можно выбрать, будет ли слышно эффект на стриме или он пойдет исключительно к вам в наушники. Если дело касается вокала, то многим намного комфортнее, к примеру, петь, слыша себя с ревером в ушах, при этом на стриме ваш голос будет слышен без обработки. Подсветка. Отдельный пункт контрольной панели посвящен ее настройке. Для каждого органа управления на устройстве мы можем задавать свой собственный параметр по освещению. И если в соло-версии нам дан выбор лишь из оттенков красного, то на M-Game Dual завезли полноценную RGB подсветку, которой можно персонализировать ваше устройство. Вот и настало время поговорить о главном отличии одного устройства от второго. На задней части M-Game Dual мы с вами найдем сразу два USB-разъема для подключения к компьютеру. Люди, которые достаточно давно варятся в теме стримов, уже поняли, к чему я веду. Для всех остальных позвольте объясню подробнее. Итак, современные видеоигры, а в особенности AAA-проекты, умеют очень хорошо нагружать систему вашего компьютера, даже если у нас речь идет, скажем, не о ноутбуке, а о каком-то стационарном компьютере, собранном на заказ. Стрим, сам процесс трансляции вашей игры, тоже очень хорошо нагружает вашу систему, в особенности, если вы стримите с хорошим качеством. И вот эта совокупность, нагружающая игра и нагружающий стрим, что-то такое, знаете, взрывоопасная смесь получается. В какой-то момент общественность пришла к выходу из этой ситуации, а именно использовать сразу два компьютера во время трансляции игр. Один компьютер, условно помощнее, у нас отдан исключительно под видеоигру. На нем мы играем, и видео с этого компьютера, ну так же как с игровой приставки, с помощью, например, карты захвата, мы забираем на второй компьютер, который может быть условно менее мощным и который у нас является основной стрим-машиной. Именно со второго компьютера мы и будем запускать трансляцию и отправлять ее в сеть. Как правило, при таком подключении мы забирали звук игры с первого компьютера через стандартный аудиовыход, заводили этот звук в линейный выход либо уже встроенного аудиоинтерфейса в компьютер, либо внешней звуковой карточки или внешнего микшера, который был подключен ко второму компьютеру, и уже после этого через этот самый внешний микшер-аудиоинтерфейс у нас шло в прямую трансляцию. Здесь все максимально упрощено до двух USB-проводов. Один мы заводим в стримерский компьютер, другой USB-провод мы заводим в компьютер с игрой. Все. Если снова обратиться к контрольной панели, то здесь есть даже отдельный пункт для выбора компьютера, с которого мы с вами возьмем звук в каналы с игрой и в канал с чатом. И еще кое-что, а именно деталь, которую я никогда не встречал на подобных устройствах, а именно возможность подключить внешнюю педаль для управления ногами. Для этого у нас имеется разъем формата большой джек, можно подключить педаль TS или TRS конфигурации. Я рекомендую вам обзавестись именно TRS, то есть двойной педалькой, потому что там можно назначать сразу две функции. Опять же, в контрольной панели мы можем нажатием одной из двух кнопок
переключать различные функции. Это касается как кнопок на самом аудиоинтерфейсе, так и клавиш и даже сочетаний клавиш с вашей собственной клавиатуры. Настало время поговорить про эффекты. Для этого мы проведем небольшое совсем демо, а заодно послушаем, как звучит динамический ручной микрофон вместе с сегодняшним устройством. Усиление я сделал чуть-чуть побольше, фантомное питание отключил. И уверяю, если вы сейчас своими ушами нормально слышите наш SE-V7, то и ваш профессиональный динамический микрофон, дикторский, который крепится исключительно к пантографу, также будет звучать на уровне нашего сегодняшнего микрофона, а может даже и лучше, кто знает. Итак, у меня открыта вкладка с эффектами в контрольной панели, и чтобы подкинуть первый эффект, а он называется ASMR, мне понадобится просто нажать на вот эту кнопку. Я ее нажимаю, и мы слышим уже мой обработанный голос. Это ASMR. Немножко звучит, конечно, странно для ASMR, но все же. Здесь немножко странная особенность. Дело в том, что если я начну в контрольной панели перелистывать эффекты, они сразу же не будут подкидываться. То есть мне нужно отключить эффект и затем снова включить. Поэтому я его уже отключил. Давайте перейдем куда-нибудь. Ну вот, например, Hall. Так, он предлагает мне сохранить. Нет, я не хочу ничего сохранять. Hall мне, пожалуйста. И теперь я включаю сам эффект, и мы слышим реверберацию. Кстати, теперь она в стерео, потому что сейчас я пишу стереофайл, и ревер у нас в стерео. Я думаю, более явно это будет слышно на каком-нибудь дилее. Давайте что-нибудь подыщем. Вот тут что-то должно быть. Один, два, три. Слышите, да? Пинг-понг. Это дилей. И этой самой обработки мы добиваемся за счет 3 ручек, которые у нас расположены внизу. Мы сейчас с вами идем исключительно по пресетам, которые есть в внутренней памяти устройства, но опять же вы всегда можете создать какие-то свои эффекты с помощью этих 3 ручек, свои вариации, сохранить и в дальнейшем пользоваться в своей работе своими эффектами. Ну, тоже какой-то эффект мегафона или телефона, например. Будто бы вы мой голос слышите через телефон. Давайте посмотрим, может, что-нибудь еще есть интересненькое. Так, что? Ну, вот телефон, да. Как раз 1, 2, 3, 4, 5. Алло, галочка, ты не поверишь. Алло. Вот, и такие вещи достаточно интересные, их можно использовать во время стрима, чтобы, знаете, как-то разнообразить драматургию вашей прямой трансляции. И вот у нас появились новые ультимативные решения для видеоигрового стриминга. Если до этого мы как-то равнялись на TC Helicon Go XLR, то теперь, на мой взгляд, M-Game вырывает себе пальму первенства. Не в последнюю очередь за счет более гуманного ценника, ну и, конечно же, какие-то точечные фишечки, например, 2 USB-разъема для работы сразу с 2 компьютерами по USB, что достаточно здорово. Опять же, если касаться характеристик в общем, это очень хорошие микрофонные предусилители с дополнительным цифровым бустом, которые раскачают даже динамически, даже самые требовательные динамические микрофоны, вы всегда получите нужный уровень у себя на стриме без дополнительных микрофонных предусилителей. Это преобразователи 24 бита на 48 кГц, это вполне стандартные значения, тем более для стримов. На данный момент времени их вполне себе хватит с головой. Опять же, если говорить про какие-то мелочи, линейный вход, что мне очень понравилось, потому что его, помимо музыки фоновой в эфире, можно использовать и для добавления в эфир дополнительного микрофона. Как это происходит? Очень просто. Внешний микрофон и предусилитель мы подключаем сначала в предусилитель микрофон, из предусилителя тянем провод в линейный вход, вот вам и дополнительный микрофон для вашего стрима. Ролик получился очень емким, очень большой пласт информации, на мой взгляд, мы сегодня с вами переворошили. Именно поэтому я и не стал рассказывать, как именно эти устройства нужно настраивать для работы со стримом, потому что они достаточно сложные, узкоспециализированные, и если вы вдруг столкнулись со сложностями при настройке M-Game, я настоятельно вам рекомендую зайти на официальный сайт M-Audio M-Game. Именно там вы сможете найти полное руководство по настройке, ну, например, под OBS.
с картинками попунктно от А до Я. Так что, если у вас, даже если возникли какие-то трудности, я уверен, что с этим руководством все решится само собой. Друзья, в конечном итоге мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Штучки достаточно свежие, и я уверен, что на момент выхода этого ролика еще ни у кого особо не было возможности их как-то потрогать, к ним прикоснуться. Но в дальнейшем, если вдруг нас смотрит обладатель M-Game с небольшим хотя бы опытом, отметьтесь в комментариях. Напишите, как полет, напишите, что вам понравилось, напишите, что не понравилось. Опять же, вопрос штатный, такой наш дежурный ко всем. Что вы нашли в этих устройствах полезное для себя, как для стримера? Что, наоборот, вас оттолкнуло? Напишите в комментариях, будет очень интересно посмотреть. Напоминаю, что все это время это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что вы можете поставить лайк, чтобы как-то нас отблагодарить, подписаться на канал, если вы здесь недавно, ну и отслеживать обновления. А за мной лично вы можете следить в моих соцсетях, все ссылки прямо сейчас вы видите у себя на экранах. Друзья, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, до встречи в следующем ролике. Ну и раз... Сюда же прям. Мне кажется, ну и вот это Да. дальше, да, прям. Да. Ну и разъем 3.5 для подключения активных колонок. Ну вот, это самый лучший был, мне кажется. Мне кажется, да, довольно хороший вышел.